Друзья, всем привет! Сегодня мы познакомимся с первым выпуском «Абсолютного Бэтмена». Пишет Скотт Снайдер, рисует Ник Драготта. Это первая из 5 частей сюжетной арки «Зоопарк». Предлагаю не тянуть. Меня зовут Мортом. Приятного просмотра. Комикс открывается флешбеком. События происходят в Готэмском зоопарке. Мы видим стенд, на котором прописано: «Добро пожаловать в среду обитания рукокрылых. Летучие мышки сумасбродные». И здесь стоит маленький мальчик, которого зовут Брюс. И да, чего таить, это наш Брюс Уэйн. Он с интересом разглядывает стенд и тем самым задерживает экскурсию, в составе которой здесь и оказался. Мы же возвращаемся в настоящее время. Голос за кадром. «Вновь здравствуй, Готэм. Много воды утекло. Как поживаешь? Чем ты стал, пока меня не было? Ты похорошел, отдам должное. Выше, ярче, но в глубине души что-то изменилось. Делаю уже 3-й круг и так и не могу найти это. Где твое сердце? У тебя же должен быть центр, жаркий, пульсирующий. Но что-то опустошило тебя». Тем временем нам также показали выпуск новостей, где ведущая сообщает про банду тусовщиков, которая жестоко убила 9 человек в результате нападения, включая 2 офицеров полиции. На экране же можно заметить черный череп. Можно сразу сопоставить с Романом Сионисом, черной маской. Но подвязан ли он тут, мы узнаем чуть позже. Голос за кадром продолжает. «На самом деле, я тебя уже почти не узнаю. Не уверен, что новый ты мне по душе, Готэм. Но это нормально. Не думаю, что это взаимно. Меня зовут Альфред Пенниуорт, и я здесь, чтобы сделать нечто плохое». И Альфред заглядывает к торгашу, Амиру, чтобы приобрести у него чай. Любимый чай. Или азерчай. Короче, так и запишем, что Альфред угорает по чефиру. Британцы. Он продолжает вновь за кадром. Амир оставил Кабул во время оккупации 20 лет назад. Он неоднократно приглашал меня к себе. Я даже учил его пацанов играть в крикет. Иногда я задаюсь вопросом, пригласил бы он меня, если бы знал, что я делал во время этого конфликта. Но у него лишь порядочная чайная лавка в Готэме, из-за чего я веду свои дела здесь, по соседству. Да, здесь Альфред весьма и весьма интересная персона. Вход по проверке сетчатки, да пожалуйста. На стенах огромный арсенал, милости прошу. Но самое важное, что в этой вселенной у Альфреда также есть дочка Джулия. Он пишет ей сообщение, мол, давно не виделись. Пока я в Готэме, то я бы хотел увидеться. Если она и сама еще тут живет, конечно. Но разве у таких, как он, все может быть отлично? Вопрос риторический, но, с другой стороны, ответ на него будет дан позднее. Альфред откладывает телефон. Пора бы взяться за дело, которое и привело его в Готэм. Пенниуорт входит в защищенную систему. Голос по ту сторону экрана выводит Альфреда в курс дела. За последние 3 месяца банда, известная как тусовщики Сиэло Хаоса, устраивала резню мирных жителей города, без разбора. Процент убийств в городе благодаря их действиям возрос до 700%. Вчера же они подожгли детский сад. Пока внутри горело 32 человека, они танцевали на улице. Альфред не особо понимает, что такого важного здесь произошло, что его аж вытянули из Сингапура. Он уже был близок к своей прошлой цели. И голос поясняет. Вы нужны здесь. И нет, вы не можете. Манеры. Ваше задание — наблюдение, собирать информацию на этих тусовщиков, но не вступать в прямое столкновение. Одно примечание. Здесь может быть еще один игрок в городе. Мы зафиксировали его лишь мельком. Но, по всей видимости, его дела также вращаются вокруг банды. Если подберется ближе, то вам дано разрешение разобраться с ним. По итогу Альфреду отправляют координаты прямиком в Байк. Места, которые стоит осмотреть, возможные цели.
Пенниворт уже привык к подобным делам, ведь он лишь слуга. Они звонят, он выполняет, где бы то ни было. И Альфред, выйдя на улицу, замечает, что его байк украден. Я ненавижу этот ебучий город. Тем временем в зале Крока некто тренируется с грушей, отрабатывает удары. Сегодня это твой город. Никакого страха, никаких слабостей. Сегодня ты... И этого парня отвлекает некто, который просит уступить. Некто огромный. И это наш крепыш Брюс. Судя по реакции парня, он тренировался у груши Уэйна. Сразу оправдывается, мол, сегодня свидание на улице весьма жестко, поэтому я... И Брюс уверяет его: чувак, все хорошо. Любовь витает в воздухе. Давай, вали отсюда. Вали. И Брюс бьет по снаряду. Стоит ли комментировать, насколько это мощно? Ну, прям мощно. Брюс продолжает заниматься со снарядом. Комикс, тем временем, возвращает нас в детство Брюса, к той самой экскурсии. Ну, класс, что мы усвоили? Что у этого парня есть своя жизнь? Просвети нас, Брюс. Хорошо. Здесь говорится, что он спит больше 20 часов. Его кормят первоклассными ребрышками 3 раза в день, и он никогда ничего не должен бояться. А потом Брюс веселит всех, добавляя, что... Еще льву никогда не нужно ходить в школу. Что же, этот экскурсовод — учитель. Мистер Уэйн. Томас Уэйн. И, казалось бы, мероприятие закончилось, а отец сообщает сыну, что вечером они идут в кино, встретят матушку у кинотеатра, отдохнут, и все будет отлично, все будет в порядке. Но происходит выстрел. Тем временем Брюс сильнейшим ударом сносит снаряд. Уэйлон Джонс, Крок, выставляет Уэйну счет. «Что же, 90 за грушу и 30 за песок». «Что? Песок и так в груше будет». «Мужик, за чистку. Мое время стоит дорого в эти дни». И далее из диалога мы выясняем, что, оказывается, Уэйлон уже давно планировал нечто большее, чем все это. Оззи помог ему в получении лицензии на содержание экзотических животных. И он также в деле. Брюс сомневается, что все это вообще выгорит, потому что Оззи тот самый. Его могут арестовать со дня на день за все его делишки. И далее, если сильно не углубляться в диалог, становится ясно, как сильно Уэйн пытается дистанцироваться от своих друзей. Уэйлон прямо проговаривает, что Брюс уже несколько месяцев не приходил на их стандартные посиделки с игрой в покер, к примеру. И если бы он появился на этой неделе, то было бы отлично. Приглашены все: Эдди, Оз, Харви, да даже за Селиной пришли. Но Брюс отказывает. Во всем отказывает. Отказывает, потому что тусовщики разрывают город на части, страдают женщины, дети, невинные люди. «Это наш дом, мужик», — говорит Брюс. «Кто-то должен сделать хоть что-то». Где-то на... это какая-то великая яхта. Я не знаю, как ее даже описать. Великая яхта. Пусть будет так. Столы накрыты, дорого-богато. Сигары в зубах. Дорогие, богатые, да и сами представители мафии Готэма – дорогие, богатые гости. В бассейне же, можно заметить, плавает девушка и... ребенок, скорее всего, тоже в фирменной маске. Один из гангстеров просит сделать потише, а то разговаривать тяжело, и черная маска дает ему это. Теперь же они готовы разговаривать. Лучше? Знаете, он кандидат музыковедческих наук. Ты серьезно? Он серьезно? Блять, это для тебя какой-то злой праздник. Да, это так. Слухи об этих тусовщиках ведут именно к этой черной маске, к Роману Сионису. И гангстеры пришли сюда узнать у Романа, зачем он это делает. Умирают женщины,
Дети, но чего ради? В Готэме есть свои правила, и сейчас они прямо нарушаются. Но Роману плевать. Ребенок подходит к столу и спрашивает, когда все они пойдут танцевать. На что Сионис призывает Фальконе и Марони расслабиться, потанцевать. Ночь только начинается. Если у вас появился вопрос, Кармайн ли это Фальконе и Сальваторе ли это Марони, то, поверьте, ответ будет совсем скоро. И вся эта ситуация по итогу раздражает Марони. Блять, сейчас 3 ночи, отправь дитя спать, выруби нахуй музыку и слушай, уебище. И Роман внимательно слушает. Боссы слышали слухи. Слухи о том, что Роман – большая шишка, которая тесно связана с какой-то глобальной и весьма больной сектой иллюминатов, что бы она из себя не представляла. И это не проблема. Марони подмечает, что правила нарушать не нужно. Просто как бы бизнесу уже 1,5 века, и все давным-давно устаканилось. Фальконе, проявляя свой нрав, уже напрямую бахвалится тем, что «Чувак, мы очень крупные по отношению к Готэму. У нас огромная семья, братки, кореша, вообще, мы везде. Поэтому давай ты прекратишь. Ты продашь свою лодочку и свалишь отсюда подальше. Иначе мы тебя с корешами порешаем». И в помещение заходит девушка, которая советует Сионису показать гостям маски. «Отличная идея, любовь моя. Друзья, боюсь, что меня неправильно поняли. История — это то, о чем я и говорю. Именно это мы и празднуем сегодня. Кончину истории». И Роман показывает посмертные маски. К примеру, Сократ, философ. По крайней мере, ходят слухи, что это именно он. Таких в мире всего 2. Одна схожа с маской Агамнемона из микенского золота, а вот вторая как раз вот здесь. Или же Мартин Лютер, богослов и ключевой создатель протестантизма. Его именем также назвали лютеранство. Или же вот маска Джорджа Вашингтона, первого всенародно избранного президента США. А также тут есть Сальваторе Марони, брат вот этого Марони, что находится на яхте. И также там есть маска Фальконе, безымянного. Как и тот, что на яхте, он тоже безымянный. Гангстеры не успевают среагировать, как их убивают прихвостни Романа. Да, и правда, что кажется праздник. Самое время включить музыку, что, впрочем, Сионис и делает. Сегодня убили еще 6. Вопрос в том, кто эти монстры, тусовщики. Кто-то говорит, что это просто подростки сходят с ума. Разрубленные на части с помощью мачете. Мы хотим вас предупредить, что следующие кадры тревожные. Вам следует убрать от экранов маленьких детей. Правда в том, что мы все здесь молимся за Готэм, за его жителей, за его будущее. Сегодня вечером мэр Джим Гордон проведет экстренное заседание муниципалитета, чтобы обсудить, что же делать с тиранией тусовщиков. Надеемся, что это будет знаменательно. Бэтмен готов действовать. Он надевает шлем, вдыхает готэмский воздух и прыгает вниз. Переносимся к заседанию. Гордон готов. Запросов очень много, поэтому, призвав к порядку, он просит выступать всех по одному. И люди, они недовольны тем, что Джим ничего не предпринимает. Один из выступающих отмечает, что да, мэр был отличным копом раньше, ему дали шанс. Но под руководством мэра Хилла, к примеру, жителей хотя бы не убивали. И Уэйлон выступает с тем, что «Чуваки, вы чё? Гамильтон Хилл был тем еще прохвостом». И сразу же пошло возражение. Да, Хилл был нечист на руку, но он хотя бы был жестким. Он хотя бы давал отпор. После один мужчина встает с места и рассказывает мэру, что он 71 год ходил одной и той же дорогой к своему магазину. 18 302 раза он проходил определенный путь. Сейчас же
Он уже не ходит по этому определенному пути. Он уже нигде банально не ходит, потому что напуган. Весь город сейчас в страхе. Тем временем, извне, Альфред наблюдает за обстановкой. И даже будучи там, на улице, он чувствует, что воздух уже переполнен страхом и яростью людей. Это взрывная смесь, что витает аккурат перед тем, как произойдет нечто плохое. И Пенниворт видит, что черные черепа обезьян, тяжело вооруженные люди, со смехом и легкомыслием, навеселе, проще говоря, идут к зданию муниципалитета. Альфред докладывает своим начальникам, что заметил тусовщиков, описывает обстановку и запрашивает разрешение на вмешательство, но ему дают отказ. Запрос отклонен, Пенниворт. Что бы ни случилось, вы только наблюдаете. На самом мероприятии мэр Гордон дает людям обещание, что этих тусовщиков предадут правосудию, это точно. Он буквально говорит людям, что работает с полицией круглосуточно, чтобы решить этот вопрос. Но даже это становится точкой конфликта. Полиция? Тусовщики опять натворили дел. Это по всем новостям. Копы бегут в огне по Кейн и Третьей. Копы, нихуя не могут. Это напрягает комиссара Баллока. Зубы скрипят, и агрессия какая-то появилась, ага. В дело вмешивается некая женщина. К ней мы еще вернемся позднее, и поверьте, она вас шокирует. Вы бы могли подумать, что это Барбара Гордон, но это не она. Так вот, женщина говорит, что весь этот раздор, весь этот конфликт — это то, чего тусовщики и хотят. Разобщить, посеять сомнения, ослабить. И происходит это благодаря взаимным обвинениям в неправоте. Далее она выступает уже в защиту Джима, что вот мэр наш доблестно, денно и ночно вместе со своим офисом ищет пути решения проблемы. Она верит в него, и она верит в народ Готэма. Потому что этот вопрос, он не только в компетенции и интересах высокопоставленных людей, типа мэра там, да, или комиссара Баллока, нет. Это касается всех готэмитов. И в этот момент раздается взрыв. В помещение врывается несколько тусовщиков, и первым делом они стреляют в мэра. И Джима Гордона от ранений спасает трибуна. Да и, видимо, есть еще порох в пороховницах у старичка. Он успевает отпрыгнуть. И после просит свою дочь Барбару, которая стояла рядом с ним у трибуны, чтобы она вывела отсюда всех как можно скорее. Просто вот помогла их эвакуировать. Кто-то хочет поумолять нас, рассказать своим детям, своей больной бабуле. Мы это любим, не? Ну и хрен с ним. Порешать всех к черту. И в этот момент нечто утягивает тусовщиков назад. За ними закрывается дверь. Полицейские не поняли, что произошло, но они готовы укрепить позиции. Стоящий у окна, подглядывая, сообщает, что там, за дверями, целая армия. Барбара приоткрывает дверь, и в маленькой щели появляется свисающий вниз головой Бэтмен. Чтобы тут ты не услышала, не открывай дверь. Альфред с винтовкой наперевес продолжает наблюдение. Пенниворт, докладывай. Количество жертв? Нет жертв. Ваш этот другой игрок прибыл. Если он помешает сбору данных, уполномочен устранить. Пенниворт? Принято. Сами тусовщики, которых выкинуло на улицу, тоже ничего не поняли. Но они быстро замечают, что вверху висит некто. И они разряжают несколько обоим, но это не оставляет ровно никакого эффекта. Плащ пули непробиваемый. Брюс достает маленькую капсулу и кидает ее вниз. Оказывается, это дымовая завеса. И Бэтмен во всей своей красе вступает в бой с тусовщиками.
Голос Альфреда за кадром. «Так, посмотри на себя. Кто бы ты ни был, но у тебя есть талант, признаю. Поглядим, что же ты действительно можешь». Ладно, крепыш. К Бэтмену тем временем поднимается целая толпа этих тусовщиков. Альфред все еще не вмешивается, он собирает данные. Бэтмен вытягивает из своего шлема ушки, которые на деле оказываются своеобразными бета-рангами. Они бьют 3 цели по шлямам и вонзаются в плечи 4. И пока Брюс идет за своим, он медленно, но верно раскидывает как минимум с дюжину этих черепушек. После он достает окровавленные ушки и возвращает обратно в шлем. Признаю, эффектно, меры нет. Альфред за кадром. Ты быстр, резв, но прежде всего сфокусирован. Ты же ждал этого момента, верно? Да, ты ждал. Ты также натренирован. Смешанные единоборства. Твоя личная вариация. Бразильское джиу-джитсу, муай-тай. Превыше всего нападаешь, жесток, но точен. Устраиваешь шоу. Показательно ломаешь кости, чтобы все слышали хруст. Рука ломается о колено. Ты оставляешь послание. Также ты наслаждаешься этим. Еще и ножами орудуешь, бог мой. Такой кровавый, но не задел ни одной артерии. И этого достаточно. Жертв нет. Ни одного. Что же, идеалист, черт возьми. И Брюс потихоньку доходит до первого здоровяка из банды. Эта рука убила людей больше, чем ты можешь сосчитать. Теперь я дам тебе лишь один шанс. Свали с нашего пути. Брюс молча достает рукоятку, нанизывает лезвие, тот самый свой бэт-символ на эту рукоять, и образовывает лабриз. Этот здоровяк нападает на Брюса, но Бэтмен буквально одним ловким движением отрубает ему кисть. Я слышал, что ее можно заново пришить. В 3 кварталах отсюда на север есть госпиталь. Или на восток. Кажется, я ни с того ни с сего не могу вспомнить. Но я бы уже бежал на твоем месте. А оставшийся... Я дам вам только один шанс свалить с моего пути. Голос Альфреда за кадром. Отлично сработано. Но если бы ты был настоящим тактиком, то ты бы подготовил ловушку для убегающих. И Пенниворт удивлен. Брюс взрывает ступеньки, тем самым активировав ловушку и устранив остаток банды. Хозяева Альфреда потеряли изображение со спутника, и, исходя из ситуации, которую они слышали по приемнику, они призывают Пенниворта вмешаться и устранить этого другого игрока. Это прямой приказ. И он его принимает. Альфред постепенно подходит к Брюсу. Это звук автоматического дробовика DC-34, сынок. В мире таких 3. Это размажет твои мозги по всему тротуару, прежде чем ты моргнешь. Брюс не церемонится, он одним мощным ударом бьет Альфреду в грудь. С ноги, тем самым выбивая оружие. Подбирает его, смотрит. Звучит опасно. Голос Альфреда за кадром. На следующий день об этом говорили все. Кто такой Бэтмен? Так кто же ты на самом деле, Брюс Уэйн? Ты отлично заметаешь следы. Это легко, если ты никто. Просто какой-то малый, 24 года. Мама — социальный работник, отец — учитель. Ты вырос в аллее преступности. Близкие друзья из низов. Сплоченная группа. Ты умен, преуспевал в учебе. Ты проходил тесты по указке родителей, и они показали интеллект близкий к гениальному. В 5 классе ты выиграл студенческое инженерное соревнование, создав передвижной складной мост, который можно использовать для доставки первой помощи в места, которые пострадали от войн или катаклизмов. Оригами-дизайн основан на анатомии крыла летучей мыши, а приз
трофей и поездка всего твоего класса в Готэмский зоопарк, где все и началось. Вся страница показывает нам, как Брюс работает на стройке. Он же инженер, если вы вдруг забыли. После работы он идет в метро, заглядывает в закрытый Готэмский зоопарк и срывает небольшой белый цветочек. Следующие 2 страницы — один большой флешбэк в деталях. На этой нам показывают, что Томас Уэйн слышит выстрелы, видит, как убийца стреляет в посетителей зоопарка. Чистой воды бойня. Задача Уэйна здесь — это спасти детей. Он сгоняет весь класс в помещение, где содержатся летучие мышки. Убедившись, что все внутри, Томас начинает закрывать двери. Раздается выстрел в отдалении. Брюс паникует. Он видит, что отец не заходит внутрь. И напоследок кричащему сыну Томас говорит, что бы ни случилось, не открывай дверь. И после того, как двери закрываются, раздается еще один выстрел, но уже ближе. Голос Альфреда за кадром. «После этого ты потерял себя на некоторое время, распоясался, зол на мир. Но затем ты нашел себя вновь. Что-то тебя вдохновляет. Приводишь себя в порядок, возвращаешься в школу и получаешь стипендию в лучшем университете штата. Но когда ты поступаешь туда, то в первые недели получаешь травму, разрыв мягких тканей. Я видел рентгеновские снимки, и я командовал ребятами, что имитировали травмы, чтобы избежать службы. И я подозреваю, что именно это ты и сделал, но почему? Ты был достаточно хорош, чтобы стать звездой спорта, может, даже и проатлетом, потому что ты берег свое тело для прошлой ночи, для всего этого. Что бы это ни было, что бы ты ни строил, ты изучаешь прикладную механику, химию, криминальную психологию, теорию войны, социокультурную историю, все для подготовки. А потом возвращаешься домой. Ты обосновался в Готэме и работаешь в электросети. Затем в департаменте водоснабжения. Далее в канализации. Что же после? Ты стажируешься в мэрии, изучая государственную макро- и микрополитику. Изучаешь свой город. Тело, мозг, каждую чертову часть Готэма. Пока ты, наконец, не замыкаешь всю цепочку. Всегда инженер. Создаешь, строишь. Да ты даже восстанавливаешь то, что ломаешь. Восстанавливаешь, к примеру, ступеньки, что взорвал прошлой ночью. Ты здесь что-то построил, Брюс, теперь я вижу. И это впечатляет. Действительно. Но я уже устранял таких, как ты, раньше. В городах, джунглях, пустынях, по всему миру. Потому что вы крестоносцы. А у крестоносцев всегда есть слабость, и твоя сидит прямо здесь. В этот момент Альфред перезаряжает оружие, готовясь убить Брюса. Познакомьтесь, друзья. Вот она, слабость Брюса. Марта Уэйн. Жива-здорова. Именно она взывала к голосу разума толпы, именно она была в муниципалитете тогда. И благо она в порядке. Брюс рад, что она в порядке. Альфред вещает далее. «Я бы мог убить тебя прямо здесь, у нее на глазах. Это было бы легко. Это то, что я должен сделать, но ты лишь хренов пацан». В моменте Альфреда отвлекает вибрация телефона. Пришло сообщение. От Джулии, дочери. Она просит никогда больше ей не писать. Позднее мы видим 4 огромных небоскреба. В одном из них сидит Брюс перед большим количеством мониторов, и он записывает что-то вроде заметки для своего аудиодневника. В этих масках обезьяньего черепа есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Они не только для защиты, но и для устрашения. Когда я вскрыл одну из таких масок, то схема внутри... Конец записи. Брюса что-то отвлекает. И это Альфред. Он и далее следил за Брюсом. Вплоть до этого места. Нашел его убежище и собирается закончить дело. Выполнить
приказ. И Пенниворт встречается лицом к лицу с Бэтменом, который держит в руках тот самый автоматический дробовик DC-34. «Пацан, отдай мне пушку. Ты не убийца». И на этих словах Брюс стреляет в лицо Альфреду, после чего Бэтмен заводит мотоцикл. И очень быстро произошло несколько событий. Во-первых, я осознал, что маленький ублюдок модернизировал мой наградной дробовик, сделал его нелетальным, разрушил его. Во-вторых, я услышал рядом с собой громкий лязг оружия, как будто он тем самым говорит «оставь себе». В-третьих, я услышал рев моего чертового байка. В-четвертых, его голос. Он сказал мне, что я не единственный, кто следит за людьми. Ну и, наконец, я слышал звук разбивающегося стекла, когда он выехал из окна на высоте 1000 футов. И куда он собирается приземляться? И комикс нам вновь напоминает: безумные мышки сумасбродные. И я думаю про себя, что, может быть, ты не так уж и плохо в эти дни. Готэм. Эпилог. Альфред связывается со своим начальством. Я напоминаю, что нам так и не сообщили в этом комиксе, что это за организация, чем она занимается, в чем ее интерес, почему они отслеживают людей, почему они отслеживают банды. То есть нам пока их мотивы непонятны, но об этом позже. Так вот, Альфред сообщает, что достанет Бэтмена обязательно, но в следующий раз. По другую сторону монитора сообщают, что задание остается тем же — собирать информацию про банду тусовщиков. И также они добавляют, что они, то есть вот эта организация, они потеряли ту самую старую цель Альфреда где-то на Филиппинах. Скрывается от посторонних глаз. Они сообщили Пенниворту из уважения, просто вот чтобы он знал, что к чему. Ох, а дальше, друзья, приготовьтесь. Альфред за кадром. Я выслеживал его 5 лет, пока он учился у Анри Дюкарта во Франции. После он убил этого бедного ублюдка. Пока он учился у Лиги Убийц, а после он убил и их. Теперь же скрывается от посторонних глаз. События переносятся в Манилу. В вертолете сидят пилоты и обсуждают их новый заказ. Первый спрашивает, мол, серьезно? Просто сэр, да? Ничего более, никаких мистер или чего-то подобного? Как зовут-то заказчика? Второй отвечает, слушай, нет, я даже если и знаю, то они все равно фейковые. Джек, Артур... Да даже я, правда, я не знаю настоящего имени. Когда ты один из 30 богатейших людей на планете, то ты можешь быть абсолютно кем угодно. И далее у нас, друзья, интересный диалог. «Слушай, как думаешь, захочет ли он стать моим богатым, щедрым, лучшим другом?» «Не, мужик, давай без этого, не шути». «Почему?» Ты не в курсе. Этот парень никогда не смеется ни над чем, вообще. Именно поэтому они зовут его Джокером». Говоря о комиксе, хотелось бы начать с того, что, во-первых, он мне понравился. Это сразу, мне кажется, понятно. Я впечатлен. 2 твиста, первый с Мартой, второй с Джокером, они меня удивили. С Джокером меня удивило то, что они решили его сделать, получается, злой версией Брюса из основной вселенной. То есть он богат, учился у Анри Дюкарда, у Лиги Убийц. То есть это Бэтмен, который, свернул не туда? Одно меня в этом расстраивает, это то, что Лига Убийц была убита. Мы о ней в этой вселенной ничего не знаем, но надеюсь, что рано или поздно до этого дойдем. То есть когда, скорее всего, начнется арка с Джокером, а она по-любому будет, то там нам могут показать какие-либо флешбеки, и мы увидим судьбу Рас аль Гула. И вот сейчас я в моменте понял, что будет очень интересно глянуть на то, что, у Джокера и Талии аль Гул родился какой-нибудь, сын. Если вы помните, в убийственной шутке Джокер потерял ребенка. Поэтому
может быть, здесь реализуют этот концепт? Два момента, которые меня еще зацепили. Первый связан с тем, что роман Сионис связан с некой организацией, с какими-то иллюминатами, как говорит один из мафиозников Готэма. Заменяют ли они здесь как-то Лигу убийц, пока непонятно, но звучит интересно. Второй момент — это неназванная организация, на которую работает Альфред. Пенниворт в один из моментов проговаривает, что он уже охотился на таких, как Брюс, а конкретно на таких вот крестоносцев. Неужели организация охотилась на линчевателей? Если да, то зачем им банда тусовщиков? Вопросов очень много. Но все они лично меня интригуют, и мне очень интересно узнать, что будет дальше. Второй выпуск «Абсолютного Бэтмена» выходит 13 ноября. Я посмотрю по занятости. Постараюсь выпустить числа 15-16 ноября. Надеюсь, без задержек все пройдет. В конце месяца у нас по графику будет «Абсолютно Чудо-женщина» на канале где-то числа 25-26 октября, поэтому ожидаем. А в начале ноября, где-то числа 8-9, у нас будет первый выпуск «Абсолютного Супермена». Я настоятельно советую подписаться на YouTube-канал. Это раз. Во-вторых, хочу напомнить о том, что канал можно поддержать посредством прямого доната на Boosty и Donation Alerts, QR-коды на экране, но помните, чтобы это всегда было не в ущерб вашему кошельку и прямому желанию. Главное, чтобы вы в первую очередь думали о себе. Вот. Также есть дополнительные ресурсы. Телеграм-канал с новостями и анонсами, ВК-паблик, где я дублирую видео и некоторые посты из телеги, а также Бустич, где по скромной подписке вы просто можете, опять же, поддержать канал. Все ссылки в описании. Ну а с вами был Мортом, друзья. Скоро услышимся.